Хочешь узнать человека? Сходи с ним в поход. И снег ложится спать в палатках. Одна девушка как бы сильно обморозилась, в больницу доставили. Ну там конечности сильно обморозились. Мы безнадежно влюблены в поход. Нам до высот всего одно распутье. Скажи, зачем вы в минус 40 метров? Не в минус 40, минус 50. Там, где событий резкий поворот, сойдет с ума, дабы дойти до сути. Похоронили снегоход. В смысле похоронили? Наш путь тернист, ухабист и непрост. Но путь такой мы избирали сами. Я почувствовала, что он со мной и помогал мне выжить в это время. Чтоб на перевале, стоя в полный рост, за хвост, легенду ухватить руками. Ну что, ребятки, подъезжаем к населенному пункту Ивдель. Там организуем с МЧС взаимодействие. По частотам, по пунктам сбора, по действию в чрезвычайных ситуациях. Добрались до Ивделя, остановились на окраине, зайдем сейчас в пункт МЧС, зарегистрируемся, оставим все координаты, оставим наш маршрут и двигаемся до встречи с колонной. Давайте сделаем так, смотрите. Вы, короче, когда разделяетесь на Ушме, те 14 человек, которые едут дальше по маршруту, они после того, как возвращаются, опять так же отзваниваются нам здесь в Ивделе и едут все домой. А там сейчас будут низкие температуры? Да. Да? До 41 до 24 числа предупреждение. 4 человека замерзло. Ну, только девушка как бы сильно пострадала, остальные нормально. Ну, замерзли на Мампу-Пуньоре, там они там палатку оставили в 50 километрах, ушли, хватило им сил, короче, и в итоге 4 человека как бы получили обморожение. Одна девушка как бы сильно обморозилась, в больницу доставили, как бы, ну там конечности сильно обморозились. Но не насмерть. Лицо, глаз, что-то там у нее там, ну, такое. Активная часть нашего маршрута должна была начаться с поселка Ушма, до которого мы добираемся на Уралах. Оттуда садимся на снегоходы и в этот же день едем до базы Ильича. Выгружаемся. МЧС нам только что сообщила радостную новость, что до четверга обещают минус 40, а на перевале это может быть все 50. Грузимся в Уралы и добежаем. Вижай. Последний оплот цивилизации на нашем маршруте. Далее до ближайшей деревни десятки километров. Особое внимание в ходе движения обращаю на переправу, которая будет на реке Тошемка. Перед переправой проведем ледовую разведку, примем решение по ее преодолению. В основном совершаем марш, соблюдаем дистанции, требования безопасности и в добрый путь. Есть одно опасение, разлилась одна из речек. И если вездеходом удастся ее преодолеть, тогда все идет по плану, и сегодня вечером будем в Ушме, разгружаем снегоходы и уже на них выдвигаемся в сторону базы Ильича. Дорога, ведущая к карьеру, проблем не принесла. Но как только мы подъехали к развязке, от которой идет только снегоходная тропа, начались сложности. Снег. Он не был готов к давлению, которое оказывали многотонные стальные монстры. Ведущая машина стала вязнуть в снегу, и нам пришлось менять порядок следования в колонне и пускать вперед более легкую технику. После часа потерянного времени на преодоление этого участка мы все же смогли добраться до реки Тошемка. Прошли за сегодня уже четверть пути, и сейчас мы ждем оставшуюся колонну, потому что нам надо преодолеть вот эту реку, которая по некоторым сведениям скрылась. И сейчас вообще непонятно, как все пойдет дальше. И надеемся только на опытных участников. И, кстати, ребят, всем привет! Таков путь.
знаешь, что думаю? Может быть, уровень воды ушел? Ну почему? Либо выдавило это все с реки, либо вода чуть-чуть ушла. Потому что обрати внимание. Не, вот обрати внимание. Видишь, наслоение идет? Да. Вот, смотри. Да, он... Такое. Ага. Ее поддавливает, и поэтому здесь. Но это только в начале. И надо сходить, посмотреть туда, потому что там уже какая-то техника пыталась пройти. Я думаю, что это из-за того, что резко ударили сильные морозы. Смотрим. А мне кажется, надо просто резать лед и смотреть глубину. А что такое? Не могу понять, то ли собака, то ли нет. Слушай, вот уже ты не первый говоришь про волка. А где, покажи след. Чертит, если Где? значит волк бежит на. Ну это чертит, ладно. Ну вот он, посмотри, вправо побежал. Вот давай вправо, вон туда пройдем. Давай. Там след идет. Да, Я, кстати. говорит, не буду утверждать, но, говорит, прошел волк. Я, в принципе, Слушайте, а вон прям лапа. Мне тут недавно показывали фотографию волка, который в 2 раза больше человека. Ну не в 2 раза, в 1,5 раза больше. Походу его на охоте подстрелили. И тушка волка прямо вот так вот, как на рюкзаке. Задние лапы стоят на земле, передними лапами на плечах охотника. И голова выше головы человека. То есть там масса волка, наверное, под сотку. Но здесь вот след. Вы видели, какой там след Там глубокий? здоровенный след. Не-не, вы посмотрите, просто след. мы, скорее всего, вдоль реки сейчас пойдем. Ну, вот, я думаю, сейчас забуримся. В принципе, вездеходы должны пройти. Можно я задам самый простейший вопрос? Если мы все же не пройдем, то получается наш путь начнется отсюда? Выгружаем снегоходы и двигаемся. И мы сразу стартуем или мы ночуем Скорее здесь? всего, мы пойдем по реке, потому что там по колее, где уже ходила техника, мы устанем ехать. Вот. А по реке здесь дорога ровная, мы тоже расстояние. Мы пройдем больше расстояния, но за то же время, и мы не умотаем снегоходы. Но это получается из-за того, Если будет гребенка там, в лесу, если будет гребенка, то это вот это Колотилово будет. плюс у нас еще же сани дофига. Да. Очень много груза, а по реке Это все разбиваться будет, это все будет стряхиваться. по ровному будет проще идти, да? Все проще, снаряжение все будет целостнее, снегоходы целостнее, расход топлива меньше даже будет. Как говорится, хочешь рассмешить Бога, расскажи ему о своих планах. Глубина реки в месте, где мы собирались ее преодолеть, составляет около метра. Остается только проверить лед. Низкие температуры, которые держались в этих краях уже неделю, давали нам надежду, что техника пройдет по реке без особых проблем. Ледовую розетку провели. Поэтому преодолевать будем эту речку здесь. В экстремальных условиях порядок действий меняется на ходу. Чтобы не тратить время на переправку Уралов через торосы, руководитель экспедиции принимает решение двигаться дальше на снегоходах. В экспедициях на снегоходах я понял одно. Разгрузка и погрузка вещей съедает львиную долю времени. Привязав оборудование, проверив запасные части для техники, через 3 часа снаряженные снегоходы стояли на поляне и были готовы двигаться дальше. К моменту старта начало смеркаться. Все понимали, что ехать придется ночью. Мне, как еще и некоторым участникам экспедиции, которые до этого ни разу не ездили на снегоходах, было достаточно тревожно. Едем сейчас до Ушмы, там делаем остановку
и уже далее двигаемся по реке. Наша задача сегодня, мы доезжаем до избы Ильича в любом случае, в любом раскладе, час ночи, 2, 3, 4. Ребят, мы едем сегодня до Ильича и останавливаемся там. Сумерки не заставили себя долго ждать. Как говорится, беда не приходит одна. Буквально через 30 метров после старта мой снегоход заглох. В такие моменты начинаешь понимать, что далеко не всегда все идет так, как ты задумал, и к этому надо быть всегда готовым. Группа разделилась на два состава. Первый начал продвигаться вперед по тропе, а второй, включая меня, остался у снегохода в надежде его реанимировать. Ведь на тот момент нам казалось, что поломка несущественна, и мы сможем быстро починить аппарат. Дамир уехал со всем съемочным оборудованием с первой половиной группы. Но не очень далеко. Через 5 километров была объявлена точка сбора обеих групп. Похоронили снегоход. В смысле похоронили? Два насоса. Два насоса сломалось. Первый раз за рулем снегохода и сразу ночная езда, да еще и с тяжелыми санями. Это большая ответственность, ведь если что-то пойдет не так, то ты подведешь не только себя, но и всю группу. От поселка Ушма до базы Ильича мы ехали по руслу реки Лозьва. Мы наивно полагали, что после лесной тропы езда по реке будет комфортной, и мы быстро и без проблем долетим до базы Ильича. Но человек предполагает, а Бог располагает. Оказывается, он даже провалился. Там вода. Ё-моё, жалко, вам нельзя передать. В общем, по колее, по которой ехал Буран с правой стороны, ушел в воду. Эх, ё-моё, и я ушел в воду. Там вода. Там вода. Лед, сковавший реку, действительно был относительно ровным, но передвигаться по нему с груженными санями было архитрудно. Как и ехать на месте второго пассажира, позвоночник грозил высыпаться в штаны. Конечно, можно было бы свернуть чуть в сторону на свежий снег, но если уйти с наезженной тропы хотя бы на метр, есть большой риск съехать в воду. Сейчас, на данный момент, два снегохода пытаются вытащить один снегоход с грузом. И ура, спасение! Вот в такую кашу заехал один из наших участников похода. Что-что? Вот ты намочишь, провалишься, потом не-не-не. Сейчас я вам покажу, какой здесь трэш происходит. Здесь буквально по колено. Вот на этом месте, по сути, вытаскивали вот этот буран, и человек еле-еле отсюда вышел. То есть сейчас на улице, чтобы вы понимали, минус 35 градусов. Вся команда, все ребята на данный момент работают. Да, это именно работа, по-другому это не назовешь, это командная работа. Кто-то тащит, кто-то обвязывает груз. Ветер, скалы и снег, спокойно уснувшие лица. А может быть, этого нет, а может быть, мне это снится. Не сон это, память жжет, как тело ударом плети. Их вечный покой стережет, воюющий в скалах ветер. По прибытию на базу Ильича на нашем пути появились первые люди. Это группа лыжников, которая шла параллельно нашей экспедиции. Мы всегда рады, когда на нашем пути встречаются люди. Открытые, готовые поделиться своими мыслями, переживаниями. Готовые как есть рассказать о том, с чем им приходилось сталкиваться. У каждого есть свой путь, у каждого есть своя цель, у каждого есть своя история.
Ради таких людей и событий был создан этот канал, чтобы вы могли погрузиться вместе с нами в эту неведомую стихию и наслаждаться ей. Начинал я с вело и с пешки, а зимой такой сезон, когда пешком уже тяжело ходить, на велосипеде не везде можно проехать, появились лыжи. Я хожу для себя. А коммерческие группы, это получается так, приработок? Да, это для души и заработок, да, я этим живу. То есть это у меня Промальп, это производство лыж. Сначала мы ходили на пластике, заморачивались, но были проблемы. То есть там где-то не целиковый аккаунт, а оттопырился, ломался, начинает цеплять. Для серьезных походов, то есть я хожу категорийные четверки. Вот друзья мне пошли сейчас пятерку. Сейчас они идут где-то на Хамардабане. В прошлом году мы ходили из Хакасии в Тыву, позапрошлом в Забайкалье. Вот сейчас потеплело. Да. Минус 25. Ну, Ну, примерно. это такое, ага. Скажи, зачем вы в минус 40 поперлись? Не в минус 40, минус 50. Ну, минус 50 Ну, ночью было 48-50, да, выходили. Ну, К тому же группа коммерческая. маршрут же, надо Это идти. понятно. Но я все понимаю, как бы организация коммерческая ну. и уже время составлено. Ну, да. на 2 дня передвинуть поход, чтобы Но мы один ребят день... не травмировали. У них все целы, у меня, все спросите, все рады, счастливы, все пальцы на месте. То есть мы ночью-то просто подольше спали, выходили, когда температура где-то падала до 35. Честно говоря, я вообще не знаю, зачем я сюда пошла. Лет 10 назад, наверное, я посмотрела документальный фильм про перевал Дятлова. Это была какая-то короткометражка, не помню уже даже честно, что это было. Но история меня очень сильно задела, мне стало интересно. И вот лет 10 я вынашивала, наверное, эту идею, что я хочу на перевал Дятлова, именно как прошли дятловцы на лыжах. Может быть, не совсем по тому маршруту. Ну вот в этом году просто как осенило, проснулась ночью и поняла, что пора. Ну, это настоящее преодоление себя, выход из зоны комфорта. Мы живем там на равнине, да, грубо говоря, в своих домах и не ценим простых вещей, там, как кровать, туалет, не знаю, кружка воды чистой. А тут это настоящий выход из зоны комфорта. Ты познаешь себя, ты понимаешь, что ты можешь, что ты не можешь. Ты не можешь, вот тебе кажется, что ты не можешь идти, а у тебя нет другого выхода, и ты идешь. Мы готовились, за 2 недели был создан чат. То есть заранее кто-то спрашивал, кому непонятно, за 2 недели уже прямо конкретные сборы, Просто тренировки. Вот мы с ребятами говорили, он говорит, у него спальник на минус 10. Да. Комфортно. Да. В минус 40 как-то. А у нас печка, у нас специальный шатер, перчатки, ботинки, то есть... То есть нормально, комфортно. Спальник на минус 10 это на экстренный случай, да, но спальники на минус 10 у костра, у Нади можно, если что случится, переспать. Мы делали вот недавно на Дю как раз Да. минус 25, Да. нормально все. Так если да, что случится, можно всегда сделать берлогу. По поводу погоды. Мы смотрели прогноз погоды за месяц до этого. Все сайты показывали, что будет не ниже минус 15. Минус 15, минус 17, где-то так. И то мы думали, что это холодно. О том, что будет минус 52, мы узнали уже, когда сели, наверное, в Шишигу. Вот, было очень холодно, и я не представляла, что такое минус 52. Я не представляла такую погоду, когда замерзает алкоголь, который крепкий алкоголь берется на случай экстренных ситуаций. Экстренная ситуация у нас возникла в первый же день, когда встал снегоход один. Когда вы ехали с Валерой, да? Да, мы ехали с Валерой, мы ехали на 3 снегоходах. Второй снегоход, что-то там у них случилось, тоже встали. И у нас непосредственно Валера Манси и наш руководитель группы приняли решение, наверное, это истинно верное решение, единственное, переночевать в заброшенной деревне Манси. Ее нет ни на картах, ни на каких. Мы в результате и сошли немного с пути, доехали до этой деревни. Домики заброшенные, но, по крайней мере, все работает, печка в хорошем состоянии. И вот это вот нас, наверное, спасло, потому что было бы нереально ночевать и ставить палатку в минус 52 ночью на базе Ильича. Тогда, наверное, мы бы здесь и закончили бы свой путь. Кто было самое слабое звено? Кто? Девочки? Девочки, женщины, понятно, в возрасте. Одна девушка у меня травмировалась немножко вчера. У нее оказалось, что колено перешито там в связке, и она упала, и вот дошла в розовом. Ну, в общем-то, отставание у нее было там минут 15. Это... Повредила ногу. Я повредила ее еще 2 года назад, упав с мотоцикла. У меня в ноге стоит имплант, в колене.
но я не хочу заканчивать свой активный образ жизни, и это не преграда, если очень сильно захотеть, просто надо по уму к этому подходить. Ну ты осторожно шла, да? Осторожно шла, да, но если говорить честно, то я всего 2 часа в жизни до этого похода стояла на лыжах, то есть особо у меня опыта не было, поэтому я ее и повредила. Если подходить более ответственно, то, возможно, травмы бы не было. И среди этих девочек было, ну, наверное, где-то 4 или 3 вообще первый раз. Первый раз на лыжах, первый раз в зимнем походе. И мужчины были многие, кто первый раз. Сказать людям? Хорошо. Она кричала: план дурной, и он на грани сумасшествия. А он спросил лишь: ты со мной? Она ответила: естественно. Друзья, не сидите дома, не надо протирать диваны. Ищите свою вторую половинку, берите ее в поход, чтобы было об кого греться в минус 52. Алкоголь вам в этом не поможет. Поможет только мужчина теплый, горячий, с хорошим спальником. Ребята, как вы можете сказать, что вы любите жизнь, если вы всю жизнь лежите на диване и смотрите в телевизор? Я считаю, что нужно не бояться пробовать что-то новое, нужно не бояться познавать этот мир, потому что путешествие – это, не знаю, главный смысл жизни должен быть у всех людей. Чем больше мы познаем этот мир, тем больше мы познаем себя. Вот такие дела. Лыжники отправились дальше, а наша экспедиция только начинается. Пройдите этот путь с нами.